Сандал – дыхание покоя. Он растет там, где жара обжигает землю, и все же его аромат – прохлада и молчание. В каждом волокне его древесины – память о ветре и солнце, о времени, которое учит слушать. Мне близка его природа – сохранять мягкость, не теряя стойкости. Всем привет, меня зовут Алина. Здесь я рассказываю об ароматных растениях, их истории, культурных традициях и психологию их аромата. В конце каждого выпуска делюсь личным опытом о взаимодействии с этим растением и о том, что его аромат пробуждает в глубине памяти и чувств. И спасибо, что вы здесь, слушаете, делитесь, оставляете свои отклики. Это очень помогает этому проекту жить. Сандал известен тысячелетиями. Им натирали тела богов, строили храмы и корабли, курили алтари и зажигали лампы для медитации. Он соединял Восток и Запад, был товаром, молитвой и благовонием. Сандал происходит от латинского санталум, а его корень уходит еще глубже, к древнеиндийскому чандана, что значит «освященный». Так в Индии называли дерево, которое считалось носителем внутреннего света. Не сияние снаружи, а спокойной ясности, той, что помогает человеку оставаться в центре, когда вокруг меняется все. Сандал бывает разный. Белый сандал священный, густой, как золотой воздух храмов. Австралийский – суша, с терпким земным характером. А сандал из Новой Каледонии с оттенком свежести океана и зеленого дерева. В разных странах его понимали по-своему. В Индии – как аромат очищения и преданности, в Китае – как запах ученого покоя, в Японии – как дыхание медитации. Но смысл один – присутствие, в котором сердце становится неподвижным, а мысли – прозрачными, как воздух на рассвете. Сандал вырос из земли, где солнце не знает пощады. Юг Индии, Майсур, Керала, Тамил-Наду – это жаркие земли, где воздух густой и где аромат древесины всегда был частью молитвы. Считается, что именно здесь зародился Санталум альбум – белый сандал, тот самый, который стал эталоном аромата для всего Востока. Эти деревья не торопятся жить. Они медленно тянут влагу из почвы, переплетая корни с другими растениями. Сандал – полупаразит, он черпает жизнь у соседей, и, может быть, поэтому его аромат так глубоко связан с идеей зависимости и благодарности. Первые 20 лет он почти ничем не примечателен. Но внутри ствола, в сердцевине, постепенно рождается то, ради чего его помнят – душистое, золотистое ядро, где концентрируется масло. Именно там, в этой внутренней тишине, живет аромат. Когда дерево достигает зрелости и его древесину распиливают, в воздухе раскрывается запах, который будто помнит все. Дождь, жару, ветра и руки, которые ухаживали за ним. Сандал известен в Индии с глубокой древности. Он упоминается в Ведах, в Адхарва-веде и Ригведе, в текстах, которым больше 3000 лет. В индуизме и буддизме он символизирует чистоту сознания и присутствие духа. Паста из сандала чандан готовится вручную. Кусочек древесины растирают на каменной плите, добавляя воду или розовую эссенцию, пока не получится густая молочно-золотая масса. Этой пастой натирают тело, чтобы охладить жар и снять внутреннее беспокойство. Наносят на лоб знак тилака. В месте между бровей, где по вере находится третий глаз, центр восприятия света. Сандал использовался во всех жизненных переходах. При рождении, чтобы благословить дыхание новорожденного. При браке, чтобы аромат защищал союз. При смерти, чтобы дух не потерял пути в мире между жизнями. Древесину клали в костры кремаций, и считалось, что аромат помогает душе покинуть тело без страха. В
храмах Майсура и Канчипурама запах сандала – постоянный спутник ритуала. Священные статуи богов натирают сандаловой пастой, чтобы аромат стал телом молитвы. Жрецы растирают древесину перед рассветом, и воздух наполняется золотым дымом, который успокаивает сердца паломников. Уже во втором тысячелетии до нашей эры сандал был частью дальних торговых путей. Его вывозили через порты Малабара и Шри-Ланки к берегам Персии, Египта и Китая. Корабли, груженные сандалом, уходили из Калькутты и возвращались через месяцы, пахнущие дымом, солью и сладкой древесиной. Индийский сандал считался не только товаром, но и священным даром. На рынках ароматов его ценили выше золота. Маленький сосуд с маслом стоил как драгоценность. Его дарили царям, приносили в храмы, и даже сегодня в Индии продажа сандала строго регулируется, чтобы дерево не исчезло под натиском желающих заполучить его аромат. В аюрведе сандал известен как средство, приносящее прохладу огню. Он регулирует дошу питта, внутренний жар, раздражение, вспышки гнева. Сандал охлаждает тело и ум, помогает при воспалениях, бессоннице, сердцебиении, тревоге. В старинных рецептах его смешивали с куркумой и алоэ. Использовали при укусах, лихорадках, ожогах и всегда при эмоциональном беспокойстве. Современные исследования подтверждают древнюю мудрость. Сесквитерпены сандалового масла, альфа и бета-сантаол, влияют на лимбическую систему, активируя зоны, отвечающие за покой и внимание. МРТ исследования показывают усиление альфа-ритмов мозга и снижение уровня кортизола после вдыхания сандала. Его аромат буквально перестраивает дыхание, делает его глубже и медленнее. Так тело возвращает себе ритм. Сандал – аромат центра. Он возвращает к внутренней оси, помогает почувствовать устойчивость, когда мысли рассеиваются и эмоции теряют опору. В нем нет ни остроты, ни сладости, только тихое тепло, которое постепенно наполняет грудь изнутри. Это аромат доверия. Он не толкает вперед, не требует изменений. Он просто напоминает, что в глубине уже есть покой. Для многих практиков аромат сандала становится сопровождением медитации, дыхательных упражнений, йоги, помогает выровнять внутреннее пространство, особенно когда человек чувствует себя распыленным или уставшим от шума. Психологи и ароматерапевты описывают его как масло принятия. Оно поддерживает в моменты, когда человек теряет ощущение направления, помогает пережить внутренние сдвиги, успокаивает, не лишая глубины. Сандал в Индии – это не просто растение. Это древний способ напомнить себе, что покой – не противоположность движению, а его сердцевина. Когда аромат сандала заполняет пространство, мир будто выдыхает. Когда путь сандала прошел через море и пустыню, его аромат стал частью другого дыхания – спокойного, наблюдающего. Через торговые караваны и морские пути он попал на север, в Китай, а затем в Японию и Корею. Здесь сандал перестал быть просто священным дымом. Он стал языком мысли. В Китае сандал называли тансян – душистое дерево. Он пришел сюда примерно во времена династии Хань и быстро стал неотъемлемой частью храмов, библиотек и домов ученых. Его аромат использовали не только для молитвы, но и во время чтения, письма, медитации. Запах считался мостом между умом и дыханием. Он помогал сосредоточиться, не теряя мягкости. В даосских текстах говорили, что аромат сандала очищает ци, жизненную энергию, которая течет внутри человека и делает пространство прозрачным для духа. Благовония из сандала зажигали на алтарях Конфуция и Лао Цзы, но чаще всего просто на письменных столах, где запах сопровождал долгие часы размышлений и каллиграфии.
Тонкая струйка дыма поднималась вверх, словно визуализируя дыхание самого человека. Она показывала, насколько ровен его ум. Если дым колебался, значит в сердце есть волнение. Если тянулся прямо, сознание спокойно. Сандал был не просто ароматом, а инструментом внутренней работы, способом слышать себя. В китайской традиции считалось, что запах сандала помогает уму стать чистым, а речь осмысленной. Буддийские монахи использовали сандал для очищения пространства. Перед медитацией зажигали палочку благовония. Не для удовольствия, а как точку времени. Пока горит, длится практика. Когда дым затухал, упражнение завершалось. Так аромат стал мерой созерцания. Сандал считался деревом просветления. Согласно легендам, Будда сидел под сандалом. И именно этот аромат сопровождал его дыхание, когда он вошел в состояние покоя. В китайских храмах и сегодня дым сандала встречает паломников у входа, как мягкое напоминание «оставь шум снаружи». Когда сандал достиг Японии, он превратился в целое искусство – кодо – путь аромата. Это не просто сжигание благовоний, а форма диалога с невидимым. В японских текстах говорится «слушать аромат», а не нюхать. Это выражение многое объясняет. В Као-до сандал занимает особое место. Он считается основой благородных древесных запахов. Тонкий, устойчивый, лишенный резкости. Во время церемонии маленький кусочек сандала нагревают на углях. И участники молча слушают, как меняется его запах от первой волны до последней. Это форма внутренней медитации, где аромат становится способом увидеть собственное состояние. С XVI века в Японии существовали ароматные игры. Люди угадывали происхождение древесины, сравнивали оттенки, а за каждым стояла поэзия. О временах года, стихиях, эмоциях. Сандал здесь голос лета, мягкого света, покоя. На Востоке запах сандала символизировал ясность ума. Если Индия видела в нем дыхание богов, то Китай и Япония – дыхание человека, который научился слушать. Это аромат, который не притягивает внимания, а растворяет границы между внутренним и внешним. Мастера говорили, когда в комнате пахнет сандалом, мысли возвращаются домой. И в этом вся философия Востока. Не очистить мир от шума, а сделать ум достаточно тихим, чтобы услышать, как этот шум превращается в музыку. Современные восточные практики – цигун, дзадзен и тайцзи – часто используют сандал для сопровождения дыхания. Его мягкий древесный запах стабилизирует внимание, снижает гипервозбуждение, помогает замедлить ритм сердца. Психологи, работающие с ароматами, называют сандал заземляющим воздухом. Он словно собирает рассеянное сознание в одно целое, напоминая границы между покоем и безразличием. Этот запах не зовет к молчанию, он делает тишину естественной. Когда человек вдыхает сандал, тело будто вспоминает, каково это – быть не в борьбе, а в присутствии. Сандал в Восточной Азии стал не просто благовонием, а культурным способом возвращаться в центр себя. Он научил, что аромат может быть мыслью, а молчание – формой общения. И потому даже сегодня, когда в храме или доме поднимается дым сандала, он несет ту же древнюю просьбу – остановись, дыши, слушай. Когда сандал пересек Аравийское море и ступил на землю Йемена, Омана, Персии, он стал частью другой культуры – культуры запаха, где аромат был не украшением, а языком души. Здесь, в стране ладана и мирры, сандал обрел новое тело – масляное, густое, медитативное. Еще в первом тысячелетии до нашей эры караваны везли сандал из Индии в Аден, Маскат и Басру.
Ароматная древесина была настолько ценной, что ее перевозили вместе с благовониями и золотом. Записи арабских географов IX века упоминают сандал аль-абьяд, белый сандал, как священный товар, достойный халифов и врачей. Именно в Индии родилось искусство аттаров, натуральных масляных парфюмов, создаваемых перегонкой цветков, трав и смол в сандаловом масле. Сандал стал их основой, телом аромата, в котором удерживались летучие эссенции жасмина, розы, ветивера. Позже, когда торговые пути связали Индию с Аравией и Персией, аттары нашли новую жизнь в арабском мире. Там к ним добавились мирра, уд, мускус, и знакомая индийская формула обрела восточный характер. Более теплый, густой, насыщенный. Так искусство индийских мастеров стало частью общей культуры ароматов Востока, а сандал – ее сердцем, душой и проводником. В арабском мире сандал считался основой священных ароматов. Его масло использовали как растворитель, как тело, в которое вселяются другие запахи – роза, жасмин, уд, амбра. Мастера парфюмерии называли сандал умом аромата. Он не подавляет, а соединяет. В суфийской традиции аттар был частью духовного пути. Во время зикра, практики повторения имени Бога, воздух наполнялся сандалом, чтобы ум не рассеивался. Говорили, что аромат помогает сердцу вспомнить дыхание. Для суфиев запах – не внешнее удовольствие, а проявление истины. Аромат – след духа в материи. Поэтому аттар готовили как молитву, капля за каплей, под звуки стихов, в тишине, где сам процесс был актом присутствия. В старинных трактатах упоминается аттар ал-сандал – чистое масло сандала, которым натирали тело после омовения перед молитвой. Считалось, что оно очищает не только кожу, но и помыслы. А аромат, оставшийся на одежде, напоминал: все, что свято, должно пахнуть покоем. В арабской культуре запах – это память сердца. Он связывает земное и небесное, вспоминает рай через прикосновение к телу. Сандал в этом контексте – аромат души, достигшей зрелости. Он не соблазняет, как жасмин или мускус, а успокаивает, как дыхание после молитвы. Это запах утренних часов перед рассветом, когда город еще спит, и лишь слабый дым благовоний поднимается к светлеющему небу. В поэзии сандал часто связывали с образом памяти. Он долго живет в коже как верность, или пахнет так, как звучит слово «вспомни». В арабской медицине сандал применяли при лихорадке, воспалениях, нервных расстройствах. Авиценна в каноне врачебной науки писал, что сандал охлаждает кровь и сердце, усмиряет жар ума. Его масло добавляли в мази, отвары для питья, чтобы уравновесить внутренний огонь. Сегодня ароматерапия подтверждает то же самое. Сандал снижает тревогу, помогает при панических состояниях, выравнивает дыхание, усиливает чувство безопасности. Он возвращает человека в тело, в этот момент, здесь и сейчас. Психологический аромат сандала помогает пережить утрату, ощутить внутренний стержень, когда все вокруг зыбко. Он словно говорит: оставайся мягким, но не ломайся. В арабской ночи, где воздух наполнен специями и дымом ладана, запах сандала – как точка покоя посреди изобилия. Он звучит негромко, но именно он связывает все воедино. В композиции, в молитве, в человеке. И, может быть, потому его аромат воспринимается не носом, а сердцем. Сначала кажется, что он почти исчезает, но через мгновение ты чувствуешь, он стал тобой. Когда корабли из Индии и Цейлона достигли берегов Европы, они везли не просто древесину. Они несли другой способ чувствовать время.
Аромат сандала оказался слишком глубок, чтобы быть только украшением. Он вошел в культуру, где запах всегда стремился к смыслу. В средние века сандал был известен через арабских врачей и аптекарей. В старых травниках XII-XIII веков его называли «lignum sanctum» – «святое дерево». Им лечили лихорадку, болезни сердца и духа. Монахи хранили кусочки древесины в скляницах рядом с ладаном и миррой, используя их для благовоний в храмах и монастырских лазаретах. Позже, в эпоху великих географических открытий, сандал вошел в поток колониальной торговли. Португальцы привозили его из Гаа и Тимора, голландцы и англичане – из Малукских островов и Цейлона. Европейские хронисты писали, что в трюмах кораблей сандал наполняет воздух золотым ароматом, и даже ткань, касавшаяся брусьев, пахнет годами. К XVIII веку сандал становится символом восточного утонченного духа. Философы, писатели, коллекционеры благовоний говорили о нем, как о древесине, способной успокоить мысль. Его запах считался интеллектуальным, не страстным, не сладким, а ясным, как выверенная фраза. В салонах Европы благовония. Из сандала жгли не ради моды, а ради атмосферы сосредоточенности. Тонкий дым сопровождал беседы о смысле, поэзию и первые опыты медитации, принесенные путешественниками с Востока. Французский поэт Теофиль Готье писал: «Сандал пахнет философией, мягкой, без слов, в тишине». Когда в XIX веке рождается искусство парфюмерии, сандал становится его основой. Не как экзотика, а как структура. Теплая, бархатная, связывающая все. В классических композициях его использовали как базу, на которой раскрываются роза, жасмин, ирис, ваниль. В начале XX века французские дома Герлен, Карон, Шанель вводят сандал как символ глубины, памяти и роскоши без крика. Это не яркий запах, это фон, на котором проявляется личность человека. Для европейской души, уставшей от догмы и спешки, сандал стал дыханием Востока, но не экзотическим, философским. Он говорил о тишине, зрелости, достоинстве. В европейской традиции XX века сандал входит и в психологические практики. Юнгианцы и ароматерапевты описывали его как масло интеграции. Оно соединяет противоположности – разум и тело, действие и покой. В терапии аромат сандала применяли при тревоге, чувстве потери центра, в состояниях эмоциональной усталости. Его запах помогает человеку снова стать цельным, восстановить ощущение внутреннего стержня. Сандал словно говорит: ты можешь быть мягким и все же устойчивым. Для Европы сандал стал мостом между телом и мыслью, между Востоком и Западом. Он не утратил своей святости, но научился звучать иначе. Через стеклянные флаконы, бумагу, книги, дыхание старых библиотек. Его аромат напоминает: все, что переживает время, рано или поздно становится искусством. Когда древние торговые пути иссякли и аромат сандала перестал быть уделом храмов, он вернулся туда, где все началось – дикую природу. На окраинах мира, в Австралии и Океании, это дерево продолжило свой путь. Без золота, без ритуала, только с ветром и солнцем в спутниках. Австралийский сандал Santalum spicatum растет в сухих, каменистых землях Западной Австралии. Днем здесь температура поднимается выше 40, ночью опускается почти до холода. И лишь редкие растения умеют выживать в таком ритме. Запах австралийского сандала суше и глубже, с дымными и ореховыми нотами. Он лишен сливочной мягкости индийского белого сандала, но в нем есть твердость, та самая стойкость, что рождается только в суровых местах.
Для коренных народов Австралии сандал был лекарством и проводником. Дым использовали в церемониях очищения, втирали масло в кожу при усталости и жаре, а древесину клали в костры во время обрядов памяти. Запах сандала означал возвращение к земле предков. Дальше к востоку, на островах Новой Каледонии, Вануату, Тонге и Фиджи, растет другой вид – Санталум аустрокаледоникум. Он ниже ростом, нежнее, его древесина светлая, почти янтарная, а аромат прозрачный, с оттенком соли, зелени и света после дождя. Здесь сандал почитали как дерево согласия. Его ароматом благословляли брачные союзы, заключали перемирие между племенами, а древесину обменивали не на золото, а на клятвы. Но в XIX веке этот мир столкнулся с новой формой жадности. Когда европейские корабли начали торговать сандалом, все изменилось. На китайском рынке древесина стоила дороже серебра, и капитаны судов охотились за ней, как за сокровищем. В 20-х до 60-х годов XIX века архипелаги Тихого океана пережили сандаловые войны. Купцы из Европы, Китая и Америки соревновались за каждый остров. На Вануату и Новой Гебриде шли настоящие вооруженные столкновения между торговцами, миссионерами и местными племенами. Целые леса были вырублены за считанные десятилетия. Местные жители, втянутые в торговлю, теряли земли, традиции, а иногда и жизнь. К середине XIX века сандал исчез на большей части Тихого океана. Почва истощилась, дожди изменились, и вместе с ароматом ушел кусок памяти о равновесии между человеком и землей. История сандаловой лихорадки на Гавайях – самый слышимый отголосок тех войн. Здесь сандал называли Илиахи – душа леса. Он рос на склонах вулканов Мауи, Оаху, Кауаи и Гавайи, и влажный воздух наполнялся его терпким, прохладным запахом. Древесина была плотная, с оттенком дыма и пряности, и долгое время считалась священной. Ее использовали только в храмах, в смеси с местными травами для подношений богам и духам предков. В начале XIX века, когда началась сандаловая лихорадка, деревья тут вырубали целыми горами, жителей заставляли работать в зной, вожди брали долги под залог будущих поставок. Острова теряли влагу, тень и покой. Уже к середине XIX века гавайский сандал почти исчез. Горы обнажились, реки обмелели, природа не выдержала жадности человека. Лишь спустя 1,5 века ученые начали восстанавливать санталум паникулатум, тот самый исчезнувший гавайский вид. Сегодня молодые деревья снова растут на вулканических склонах, а местные жители оберегают их как символ возвращения голоса Земли. И это не только история Гавайев. Тонга, Самоа, Фиджи – все эти острова пережили тоже. Древесину выменивали на оружие и ром. Торговцы втягивали племена в войны, а леса гибли быстрее, чем люди успевали осознать потерю. Историки потом назовут то время коротко – период, когда аромат пах смертью. Даже редкий санталум яси с Фиджи и Тонга, ценившийся за маслянистость и свежий аромат коры, исчез за 2 десятилетия. В архивах колониальных компаний остались сухие строки. 5000 пудов сандала отправлены в Кантон. Под этими словами выжженная земля и молчание. Когда деревья исчезли, острова долго не могли оправиться. Почва стала каменной, дожди перестали идти. Традиционные ритуалы потеряли запах, а вместе с ним ощущение связи между поколениями. Прошло больше века, прежде чем началось восстановление. Ученые и фермеры Новой Каледонии, Австралии и Вануату создали программу устойчивого выращивания сандала. Теперь каждое дерево сажают вместе с растением-партнером – акацией, эвкалиптом, чтобы корни могли переплетаться, как в природе.
Сандал возвращается медленно, но каждый новый росток будто несет в себе урок, что аромат нельзя добыть насилием. Он рождается только из терпения. Современные парфюмеры снова обращаются к океаническим видам. Санталум спикатум и Аустро каледоникум дают ароматы суши, легче, в которых чувствуется ветер и камень, а не роскошь. Это аромат земли, которая не прощает поспешности, но щедра к тем, кто умеет ждать. Если индийский сандал – аромат духа, то австралийский – аромат тела, укорененности и тишины без религиозного оттенка. Он помогает собраться, когда человек распадается на фрагменты, укрепляет ощущение личных границ, возвращает внимание в дыхание, в шаг, в присутствие. Этот аромат словно говорит: «Ты на земле, и этого достаточно». Австралийские и океанические сандалы. Последний аккорд истории, в которой аромат прошел путь от алтарей к пустыням, от молитвы к молчанию. Он пережил войны, забвение и возвращение. И теперь, когда его запах вновь наполняет воздух, в нем слышится не победа, а память. Тихое напоминание о том, что сила аромата в уважении к его корням. Когда аромат сандала покинул Индийский океан, он пошел дальше, в Тихий. Именно здесь, среди архипелагов, где земля соприкасается с ветром и солью, сандал стал не просто редкостью, а причиной страсти, наживы и забвения. Здесь аромат стал эквивалентом богатства и причиной утрат. Этот опыт до сих пор отзывается в ландшафте и в памяти общин. Сегодня океанические виды – Санталум яси, Санталум аустрокаледоникум, Санталум паникулатум считаются самыми редкими. Их аромат хрупкий, звонкий, в нем больше света, чем тени. Он напоминает о потерянном равновесии и о надежде, что его все же можно вернуть. Сандал в океане стал символом исцеления, не духовного, а земного. Исцеления между человеком и природой. И может быть именно поэтому на Востоке аромат сандала стал частью другого искусства. Искусство атаров, где запах живет не мгновением, а дыханием. Есть запахи, которые живут быстро, молнии вспыхнули и исчезли. А есть другие, тяжелые, как воспоминания. Их не наносят, ими живут. Таковы атары, густые натуральные масла, в которых аромат не растворяется в спирте, а в дыхании другого масла. И чаще всего этим маслом становится сандал. Слово «атар» происходит от арабского «итер» – эссенция, душа аромата. Это древнейшее искусство Востока – создавать парфюмы без спирта, без синтетики, в медных сосудах на медленном огне, где каждое движение мастера сродни молитве. Сначала перегоняли цветы, лепестки, смолы, роза, жасмин, тубероза, шафран, ут. Пар с их ароматом проходил через сандаловое масло, и то впитывало запах, превращаясь в проводник. Сандал – не украшение, а тело аромата. Он хранит душу цветка, делает ее осязаемой. Атар может зреть неделями, а то и месяцами. Время нужно, чтобы запахи подружились, чтобы сандал обволок их своим теплом, убрал резкость и превратил все в единое дыхание. Так рождаются духи, которые живут не на коже, а в памяти. Разновидностей атаров огромное количество. У каждого своя история, свой сезон, свое предназначение. Есть цветочные и древесные, земляные и пряные, ароматы рассвета и ароматы дождя. Я сделаю отдельное видео, где расскажу об этом подробнее. О том, как их создают, как различают и как с ними работать. Но если говорить просто, на Востоке говорят, каждый аромат ищет свое тело. Без него он исчезает. Для розы таким телом становится сандал. Он удерживает ее нежность, дает ей плоть, чтобы она не растворилась в воздухе.
Жасмин в сандале звучит, как луна в теплой воде, светлый, влажный, медленный. Уд – древесина, густая и дымная, в сандале обретает кротость, как тень, нашедшая свет. Сандал – это материя, через которую дух становится слышимым. Он не имеет амбиций, он просто дает место другим, и в этом его духовная сила. В Индии атары использовались как часть ритуалов. Масла наносили на тело перед молитвой, чтобы аромат напомнил о чистоте мысли. Монахи натирали сандаловыми духами сердце и запястье, места, где бьется жизнь. Атар с розой. Для любви и милосердия, с жасмином для вдохновения, с ладаном для медитации. Но основа всегда одна – сандал, как корень дыхания, на котором все держится. У суфиев аромат – форма поминовения. Во время зикра – медитации через повторение. В воздухе горят лампы с атаром. Запах сандала помогает удержать внимание, успокаивает сердце, не гася пламя духа. Для них аромат – это то, что напоминает о дыхании Бога. Как писал поэт Джалал ад-Дин Руми, аромат розы – это ее молитва. Сандал в этой молитве – ее тело, через которое дух может оставаться на земле. В арабских странах атары – часть повседневной священности. Ими умощают волосы, бороду, одежду перед пятничной молитвой, наносят на руки, встречая гостей. Запах – знак уважения и способ сказать без слов: «Я пришел с чистым сердцем». Атар на Востоке наносят точечно на кожу, запястье, шею и край одежды. Это может быть один аромат – роза, сандал, мускус или целая композиция, созданная из нескольких масел. Такие сложные смеси называют мухалатами. От арабского халата – соединять. Если аттар – это чистый голос, то мухалат – аккорд, в котором соединяются уд, роза, амбра, сандал, мирра. Их наносят не для того, чтобы выделиться, а чтобы нести за собой след – тихий, благородный, теплый. Сандал в арабских ароматах – знак достоинства. Он не кричит, а согревает, дает ощущение пространства и внутреннего равновесия. В старинных манускриптах его называли итр аль-сакина – аромат покоя. Для психики аттар – это контакт с памятью рода. Его аромат возвращает человека в ритм, где время не линейно, а течет по кругу, как дыхание, как молитва. Когда человек вдыхает аттар сандала, он не просто чувствует запах. Он входит в состояние присутствия, в котором исчезают границы между телом и духом. Запах сандала легко спутать с покоем, но в нем скрыта сила. Он не давит и не прорывается. Он работает изнутри, как дыхание, которое постепенно выравнивает ритм. С древности и до сегодняшних лабораторий люди использовали сандал как лекарство для тела, для дыхания и для ума. В индийской и тибетской медицине сандал считался холодным растением. Он смягчает жар, воспаление, раздражение. Пасту из древесины прикладывали к коже при ожогах, смазывали лоб при лихорадке, добавляли в мази от укусов и солнечных ожогов. В арабской традиции Авиценна написал, что сандал успокаивает пульс и охлаждает сердце. Он советовал использовать его при лихорадках, при боли в сердце, тревожных снах. В Европе же, начиная с XVI века, масло сандала входило в аптекарские сборы от инфекций дыхательных путей, настойки от кашля и простуды. Современная фитотерапия видит в сандале прежде всего антисептик и противовоспалительное средство. Масло применяют при заболеваниях горла и бронхов, при дерматитах, воспалениях мочевых путей. Оно не агрессивно, работает мягко, но глубоко. Особенность сандалового масла в том, что его молекулы плотные и тяжелые. Они долго задерживаются в воздухе,
а в теле проникают вглубь тканей, успокаивая раздражение и восстанавливая влагу. Потому в косметике сандал – одно из лучших средств для сухой, воспаленной, зрелой кожи. Главная активная часть масла – сесквитерпены, альфа и бета-сантаол. Они отвечают за тот самый теплый кремовый аромат и за физиологический эффект покоя. Эти соединения действуют на уровень парасимпатической нервной системы, той, что отвечает за восстановление, отдых, дыхание, сон. Когда человек вдыхает сандал, в гипоталамусе и лимбической системе начинает снижаться активность центров стресса, а мозг переходит в альфа-ритм, состояние расслабленного внимания, в котором рождаются покой, вдохновение, медитация. Исследования в Японии и Германии показали, что пары сандалового масла снижают уровень кортизола и повышают концентрацию серотонина. Мозг буквально перестраивается на волну равновесия. Участники экспериментов отмечали не сонливость, а ясность, внутреннюю тишину, в которой мысли становятся прозрачными. Сандал в ароматерапии называют маслом центра. Он помогает собраться, когда человек рассеян, и отпустить, когда слишком напряжен. В дыхательных практиках его используют как аромат для заземления. Он опускает энергию вниз, возвращая связь с телом. Это масло часто рекомендуют при состояниях тревоги, эмоциональном выгорании, ощущении внутренней разобщенности. Вдыхая сандал, человек вспоминает, что покой не остановка, а устойчивое движение изнутри. Для творческих людей сандал – мягкий катализатор интуиции. Он очищает восприятие, помогает отличить настоящее вдохновение от беспокойной суеты. Потому в йоге и медитации его используют перед практикой дыхания, в психотерапии, перед глубокими разговорами. Индийский сандал – золотой стандарт. В нем до 90% альфа и бета-сантаола. Запах теплый, сливочный, почти молочный, с оттенками розового дерева и бальзама. Он действует мягко, убаюкивающе, подходит для медитации и восстановления после стресса. Австралийский сандал – суше и строже. В нем меньше сантаола, больше терпенов с легкой пряностью и землистостью. Он действует не столько умиротворяюще, сколько центрирующе. Дает чувство ясности, внутренней опоры, помогает сосредоточиться, особенно при умственном переутомлении. Масло Новой Каледонии между ними. Запах светлее, с морской свежестью и мягкой зеленью. Он просветляет настроение, снимает внутреннее напряжение, не погружая в сон. В западной ароматерапии сандал используют не как парфюмерный компонент, а как инструмент настройки. Одна капля на запястье, и дыхание становится глубже, ритм сердца спокойнее. В ингаляциях он облегчает сухой кашель, в массажах снимает мышечное напряжение. В сочетании с лавандой, ветивером, ладаном создает устойчивое ощущение безопасности. Но, пожалуй, его главное свойство – умение возвращать внутреннюю тишину, в которой тело и ум снова слышат друг друга. Аромат сандала не меняет человека резко, а будто напоминает о том, что уже есть. Когда вдыхаешь его запах, возникает ощущение внутреннего выдоха, словно тело и ум наконец соглашаются на одно дыхание. Это не расслабление, а равновесие. Именно в нем суть сандала. Во многих культурах сандал связывали с сердцем и дыханием. В Индии – с чакрой анахаты, местом внутреннего покоя. В Китае – с серединным путем между духом и материей. В суфийской традиции – с сердцем, где человек встречает Бога. Да, это аромат центра, где не нужно выбирать между светом и тенью, потому что они обе части одного целого. Психологический сандал помогает пережить распад. Моменты, когда человек теряет ощущение опоры.
Он напоминает, что покой – не отсутствие движения, а устойчивость в самом его сердце. Сандал активирует тактильную память. Когда его аромат входит в дыхание, тело словно вспоминает, что быть – это достаточно. Поэтому он часто вызывает чувство заземления, возвращает внимание в кожу, в мышцы, в реальность. Для человека, живущего в постоянной спешке, этот запах может быть как прикосновение, медленное, теплое, безопасное. Он учит оставаться в моменте, не убегая в прошлое и не торопясь в будущее. В психотерапии сандал работает как аромат принятия. Он помогает примирить внутренние противоположности – действие и покой, разум и чувства, силу и мягкость. С ним легче дышать рядом с собой и позволить тишине не пугать. Для людей с тревожным мышлением или перфекционизмом сандал как добрый якорь. Он удерживает, не сковывая. Дает ощущение, что можно не контролировать все, и при этом ничего не рушится. На архетипическом уровне сандал – аромат зрелого солнца, которое не обжигает, а греет. Он не ищет восхищения, потому что уже нашел свое место в мире. Это энергия человека, который перестал доказывать и просто делает свое. Спокойно, глубоко, словно дерево, растущее медленно, но уверенно, наполняющее воздух теплом. Когда аромат сандала заполняет комнату, он создает не просто запах, а состояние. Все становится чуть медленнее, мягче, словно воздух начинает слушать вместе с тобой. Сандал говорит без слов. Тебе не нужно быть сильным, будь цельным. Можно сказать, что сандал – это мост между ароматом и тишиной, между молитвой и дыханием, между тем, кто вдыхает, и тем, кто слышит. В нем нет стремления быть главным. Он просто дает возможность другим раскрыться. И именно поэтому во всех традициях, где человек ищет Бога в дыхании, сандал остается рядом, как аромат, который знает, куда идет дух. Когда я впервые вдохнула абсолют сандала из Новой Каледонии, ощущение было неожиданным. Запах сухой, плотный, будто внутри что-то начинает гореть. Не больно, но глубоко, как будто аромат очищает изнутри то, что давно ждало света. Постепенно этот запах открыл больше, чем просто дерево. Он показал цену, которую платит мир, когда священное превращают в товар. Пахло не только древесиной, пахло вырубкой, тишиной исчезающих рощ, той пустотой, где когда-то стояли живые леса. В бессознательном сандал касается слоев, где мы сопротивляемся росту, где удобнее остаться в привычном, чем идти в глубину. Он поднимает на поверхность застывшие формы, идеи, убеждения, привычку ставить материальное выше живого. И в этом огне появляется понимание. Да, в человеке есть несовершенство, но важнее сама направленность, намерение идти дальше, преодолевать инерцию эгоизма. Абсолют сандала напоминает именно об этом, о внутреннем стремлении к очищению, к росту, к свету внутри материи. Это запах, который возвращает уважение к живому. Он напоминает, если относиться к дереву как к телу света, мир начнет дышать вместе с нами. Эфирное масло сандала из Новой Каледонии. Аромат плотный, сухой, но внутри есть движение. Будто он направляет свет туда, где живет человеческое «я», в своем самом упрямом виде. В бессознательном это масло высвечивает тему неприятия других, тех, кто выглядит иначе, думает иначе, живет по-другому. Оно касается тех участков, где человек отстаивает свое мнение не из истины, а из гордости, где хочется быть правым, а не понятым, где различие воспринимается как угроза собственному центру. Этот аромат вскрывает корень разделения, там, где эго подменяет любовь властью, а стремление к гармонии превращается в желание управлять.
Он показывает, как тонко все связано. Когда отрицаешь чужую точку зрения, ты перестаешь дышать, сжимаешь пространство внутри себя. Сандал ставит рядом ощущение тишины. В ней становится ясно, как сильно мы защищаем себя от чужого света. И как эта защита лишает нас силы, разрушает намерение к любви, к познанию, к сотрудничеству. Он напоминает: единство не значит одинаковость, а истинная духовность начинается там, где человек способен позволить другому быть и не потерять себя при этом. В этом и сила масла. Оно не уговаривает быть мягче. Оно показывает, что настоящая твердость в умении принимать. Сандал прошел длинный путь. От древних храмов Индии до арабских базаров, от молитв и очищения до искусства парфюмерии. Но где бы его ни использовали, смысл оставался один. Он возвращает человеку внутреннее равновесие. В его запахе есть что-то постоянное. Спокойствие, память, достоинство. Он не требует внимания, не спорит, а просто напоминает, что сила может быть мягкой, а покой живым. И, наверное, потому сандал до сих пор воспринимают не как древесину, а как присутствие, как дыхание, которое соединяет человека с самим собой. Ароматное послание сандала в умении хранить свет. Даже когда все вокруг меняется, он остается тихим напоминанием о внутреннем центре, там, где покой не тишина, а дыхание жизни.